Здравствуй, зритель-смотритель, это 4-я часть, не будем тянуть резину, поехали. Продолжаем развитие аккаунта вместе, в ворота Хиделя побежали. Когда становится невыносимо темно, вы можете нажать Escape, настройки, видео, эффекты, подкрутить яркость и контраст. Помощь гному. Параллельно я не беру никакие квесты, а иду только по основной цепочке. Привет. Хорошо. Следите за тем, чтобы у вас всегда были открыты питомцы. На питомцев можно назначить горячую клавишу. Даете обозначение горячей клавиши 1, 1, 1, прожимаете группа 1 и у вас призываются все питомцы. Если прожимать на правую кнопку мышки, то действие будет производиться на всех питомцев. Обычное состояние агрессивное, либо осторожное. Ставьте на агрессивный режим. Если вы не хотите заполнять себе инвентарь лутом, можете прожать правой кнопкой мышки на мешочек, и тогда питомцы не будут собирать лут с земли. Добрались до главного города Хидель. Здесь также имеется конюх, аукцион, и это столица территории Серендия. Аукцион, покупка, животные, корм, хороший корм. Покупаю 50 штук. Склад аукциона забираю в себя. Список питомцев, накормить, кормлю. Одна из особенностей города Хидель. Когда наступает игровая ночь, конюх, который находится сверху, идет как бы спать. Но внизу есть еще один конюх. Вот он, локация его размещения. Также в городе уходит спать кузнец. С 10 до 7 утра данного NPC нету. Но если вам нужно отремонтироваться, конюхов тоже можно ремонтировать свой шмот. В каждой столице вы можете обратить внимание, что стоят манекены. И эти манекены бьет огромное количество людей. Что это такое? Тренировка черного духа. Подходим. Магазин. Тут продаются книги. Что-то вроде бафов. Есть книги на боевой опыт и на опыт навыков. Они стакуются. Допустим, вы купили бой 1 час, бой 5 часов. Заюзали в своем инвентаре. У вас будет баф на 6 часов. И с этим бафом есть доступ к этому манекену. Есть ограничения по уровню. Минимальный уровень 50. Если вы хотите прокачать быстро левел, то вы можете заюзать эту книгу и оставить на ночь. Но, когда у вас будет по процентам 99, левел не поднимет. Оно только поднимает проценты. На начальных уровнях этим не нужно заниматься. Плюс-минус на 58-м левеле еще можно оставлять. Рекомендую, когда вы будете вставать на тренировку, покупать бой и навыки, чтобы ваши очки навыков для изучения скиллов тоже прокачивались. Плюс с этими книжками работают все бафы на опыт. Если вы используете обед, либо используете дополнительные какие-то бафы на опыт, они все будут работать. АФК прокачка вашего персонажа. Повторю, на данных манекенах прокачиваются только проценты. И если будет 99%, то левел вашего персонажа не апнется, останется на 99%. Стоя на манекенах, каждые 3 минуты вам добавляется опыт. И вы можете по процентам посмотреть, сколько понадобится времени на манекенах, чтобы поднять тот или иной процент вашего уровня. Ух, как сказал. Так, окей. Туда пошел. В городе Хидель есть NPC, торговец одеждой. Это надо? Ну надо. Так вот, у него можно приобрести одежду алхимика, повара, торговца, фермера, рыбака. Данный торговец уникален тем, что одежда, купленная для того или иного ремесла, можно сделать во внешку, который будет у вас экипироваться не в наружном кольце, а во внутреннем. Внутреннее кольцо — это внешний вид вашего персонажа. Обычно покупается одежда укротителя и набор купон на наряд, который можно получить по ивенту, либо купить в шопе. Так вот, одев одежду укротителя как внешку, у вас будет дополнительно идти опыт укрощения транспорта, шанс поимки лошади и опыт навыков транспорта. Погнали развиваться дальше. Через лупу в столицах вы всегда сможете найти трактир. В чем суть данного NPC? В магазине у него продается соль, дрожжи, сахар, коричневый сахар, виноградное масло, вода для готовки. И если вы будете заниматься мирными профессиями, такими как кулинария и алхимия, то очень часто будете бегать к данному трактирщику для закупки необходимых ингредиентов. Не хочу мультики. Склад, обмен, продажа, продаю все слитки. Привет. Руины фермы Линчей. В данной локации, в принципе, можно взять все квесты. Также тут сверху тоже есть. Карту я всегда делаю прозрачной. Здесь есть салазка, катим вниз. Тучка, дай. Следующий. Это не сезонный персонаж, но мне дали пояс Нару. Нас гонят на башню. На красивую башню. Освобождаем разведчика. Еще один разведчик. Двигаюсь наверх. Знакомлюсь с драконом. Перед тем, как вызывать трусливого пхега, который находится у нас вот в этой локации, на данном алтаре есть лестница. Спрыгивайте вниз. Забирайтесь на самый верх. И теперь вот тут подходите к каждой статуе. Внимательно осмотрели наблюдение за драконами. Изучили данную статую. Данное знание пригодится во многих общениях с NPC. И прыжок вниз.
От падения вы можете погибнуть, но проценты за смерть от падения у вас не будут забираться. Также и камни инкрустации тоже не забираются. Вызову тучку. Диалог. Изучил Пхега. Рекомендации по начальному изучению навыков на персонаже. Нажимаем кнопочку К. Абсолютно на всех персонажах нужно изучать пассивные скиллы, которые находятся в самом низу. Пассив. Далее старайтесь изучать навыки, которыми вы чаще всего пользуетесь. На примере Лан. Это в бок ЛКМ. Атака с уклонением. Плюс изучу весенний ветер. Вперед F. На примере Лан в бок ЛКМ очень хорошо выфармливает абсолютно всех, отменяя повторяемое задание, которое я взял. У них обычно пишется в скобках повтор и обозначается кругляшками. Отменить задание можно, прожав флажочек «Отказаться». Двигаюсь дальше по квестам. Остался квест... Да блять ты черт ебаный. Остался квест найти обручальное кольцо Зары. Захожу в домик. Коробочка. Изучил. Лестница NPC сдал. Вход на ферму сдаю. Отправляют в Хидель. Так, выбираю всегда левый вариант заданий. В городе Хидель подойдите к кузнецу, возьмите у него задание. Тектон и железо. Также зайдите в магазин продать все трофеи. Подсказка по инвентарю. Если вы не знаете, что продавать, а что оставить, наведите на каждый предмет и почитайте описание. Если вы случайно что-то продали, в течение короткого времени можно вернуться к этому же NPC, нажать магазин, возврат и вернуть проданный товар. На предметах, которых написано «можно продать большинству торговцев», это всегда мусор, трэш, обычные трофеи для продажи. На склад аукциона я всегда закидываю предметы, которые мне не нужны в данный момент, так как склад аукциона доступен во всех городах, а предметы, которые вы скидываете на склад города, доступны только на складе этого города. Чпоньк, чпоньк, окей, слово. Странная тыква. Шлеп, 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 шлеп. Чпоньк. Не, дай. Брошенная тыква. Чпоньк. Не. Я стараюсь выполнять только основную цепочку квестов. И никакие побочки пока что не беру. Окей. Диалог, друг. Не. Город Глиши. У кузнеца мы взяли квест. Нужно убить несколько пугал. Двигаюсь в этом направлении. Хранитель поля. Сдаю кузнецу, получаю расширение инвентаря на 1 слот. Повторюсь, данные квесты, прожав кнопочку О, рекомендуемые, расширение инвентаря, можно найти тут. Плюс тип заданий включите все, чтобы все значки отображались желтым цветом. Глиши, погнали. Город Глиши. Что вам рекомендую сделать в этом городе? Подходим к управляющему. Бач. Найм рабочих. Если у вас есть энергия, то возьмите хотя бы одного рабочего. Насчет рабочих в игре Black Desert буду объяснять позже. Найм. Далее что делаем? Двигаемся плюс-минус в этом направлении. Знакомимся с NPC. Двигаемся через мост вот сюда. Знакомимся с управляющим. И после этого двигаемся вот сюда. Заходим в разрушенную деревню. Двигаемся прямо, руины Глиши. Поднимаемся на помост. Управляющий узлом. Знакомимся. Прожимаем логистика, двигаемся вот сюда. Он нам показывает ближайшие узлы к нему. Управляющий узлом. Прожимая логистику, мы видим, с какими узлами можно связать его. И после того, как вы прошли данный курс, вам следует пойти на Южное болото, после этого Южный лагерь стражей, далее руины Глиши. Действуем. Я мог бы показать намного быстрее, но решил сделать так, для того, чтобы вас научить, как искать ближайшие узлы. Но с благословением Камасильвы вам не обязательно будет бегать, для того, чтобы соединять узлы. Можно делать это дистанционно, но за каждое действие соединения узла у вас будет забираться энергия. Управляющий узлом, логистика, внести. Далее сюда. За каждое соединение узлов у вас будут тратиться очки влияния. Где-то больше, где-то меньше. Управляющий узлом. Логистика. Необходимо очков влияния 3. Внести. Далее руины Глиши. Диалог, исследование руин Глиши. Логистика, внести. Для исследования руины Глиши нам требуется 35 энергии. Нажимаю кнопочку Б. У меня изделие энергии большое, которое пермоментно восполняет 50 энергии. Диалог, исследование руин Глиши. Далее, логистика, горное дело. На данном узле у нас добывается порошок изначальности и порошок охотников. Это стоит очков влияния, для того, чтобы ваш рабочий начал собирать данные ресурсы. Вносим. Да ты меня. Прожимаем. У нас есть рабочий человек, который был нанят до этого в руинах Глиши. Прожимаем здесь изменить. 50. Если у вас будет гоблин или гигант, это не важно. Главное, первоначально поставьте, чтобы рабочий работал. Прожимаем начать работу. Все, что он будет собирать, будет приносить в свой город. В данном случае это город Глиши. И будет складировать на склад. Второй момент. Открываем центральный аукцион на начальных этапах. Пишем. Пиво. Это корм для рабочих. Для того, чтобы они восполняли энергию и дальше продолжали работать.
Когда будете в городе, закупите их, положите в инвентарь. И вот здесь вкладочка «Рабочие». Нажимаем ЛКМ, прожимаем «Отдых», и у вас будет вкладочка с пивом. Покажу, как кормить рабов, когда буду находиться в городе. Ваши рабочие продолжают работать тогда, когда вы находитесь онлайн. Если вы выходите из игры, то они доделывают последнюю работу и прекращают работать. Двигаюсь дальше по квесту. Игра нас одевает потихоньку в квестовые предметы, Нару. Хотя я не нахожусь на сезонном персонаже. Бывает такое, что логотип вашей гильдии багается и отображается непонятно чем. Выход, выбор персонажа, и опять перезаходим на своего персонажа. Значок восстановился. Тучка отправляет нас убить Титума. Двигаюсь. Время от времени съедаю обычный ужин крон. Элитка. Если увидите по дороге вот такое большое дерево, ударьте по нему. Для того, чтобы его изучить. Обычно изучается с первого раза. Ну, красивый босс. Жаба на жабе. В бок ЛКМ фармлю. В игре БДО есть распределение урона. Если бить в лицо, то дамага меньше проходит по мобу, либо по человеку. Желательно всегда бить в спину. После убийства Титума дар черного духа, расширение инвентаря, усиление более мощная сила, ну и пробуждение. Усиление более мощная сила. Данный квест нас учит точить оружие. И нам нужно заточить маятник Нару на +1. Либо посох, либо другое оружие, которое имеется на вашей основе. Усиление. Основное оружие. Черный камень начала. Пропустить анимацию, усилить. Таким образом идет заточка в игре Black Desert. После этого экипировать, сдаем квест. Если вы ушли немножечко вперед или играете на сезонном персонаже, посмотрите гайд, который вылез сверху справа. Там я показываю, как точить в игре Black Desert. И поставьте туда лайк. Ну и подпишитесь. Ну разочек. Ну правда, признаюсь, чем больше я вижу подписок на канале, тем больше у меня появляется желание делать новые гайды. Поэтому спасибо, если подписался. Также необходимые гайды по заточке Нару и Тувалы я оставлю в описании под видео. Ага, окей, изучил. В храме руины Глиши подойдите ко всем NPC сидящим. В особенности к данному NPC, который изучает книгу. Изучите новое знание. Порошок древних духов. Из 5 таких порошков можно сделать камень Кафраса. Данные камни Кафрасов нужны для дополнительного усиления оружия и шмотов, которые относятся к босс-сету. И возможность их усиления начинается от заточенных на +18. На начальных этапах вы можете продавать эти камни Кафрасов, они вам пригодятся еще не скоро. Делаются они из порошка черных духов. Также добываются при фарме на определенных спотах. Не выкидывайте эти порошки. О том, как развиваться в экипировке, я вам скажу, когда мы будем на 61 левеле. До этого момента вас будет одевать игра. Чпоньк. Тучка преобразилась. Диалог. Сезон. Завершить задание пробужденной реликвии. На ланке изучаю бег по облакам. Для более быстрого перемещения. Зажимаем Shift, вперед и пробел. Я умею летать. Здравствуй. На юге от Глиши стоит дополнительный NPC. У него тоже можно взять квесты. Двигаемся выполнять. По дороге убиваем оленя. Оп, лоп, шлеп, топ. Ага, что вот прям бесит этот олень. Так лучше. Ежедневно заходя в игру, нажимайте кнопку Y или достижение. Катите колесик в самый низ и берите. Опыт наемник. Вышел такой, чё, кто здесь? Воу-воу, мужик, остановись. Ну бесит. Окей. Глиши. Тучка. Задание. Пек. Побежали. Привет. Управленец. Ужасное зловоние. Не, дай. Во время движения в какую-либо сторону я по дороге стараюсь задеть каждого моба для их изучения. Красота. Здорово, старый. Диалог. Когда вас в данной локации сторожевая башня отправит вниз убивать рыцарей, на лестнице стоит NPC, у него тоже возьмите несколько квестов. И по дороге убивайте рудокопов. Время от времени при повышении левела нажимайте кнопочку К, катите в самый низ, изучайте все пассивные навыки и навыки, которыми вы пользуетесь. Окей. Сдаю квесты NPC, который стоит на лестнице. Одежда сириндийских рекрутов. Находится в премиум вкладке. Если экипировать данную одежду, она вам даст скорость передвижения. Одевается во внешний слот костюма. Прожав на желтый глазик, можно скрыть ее, если визуально вам не доставляет эстетики. Здравствуй. Давай. Приключение в локации Сирендия завершено. Подхожу к узлу северо-западные ворота или ближайшему коню. Если посмотреть сундук с подарками, то у вас должен быть сертификат на коня 5 ранга. Забираю. Открываю и бегу сертифицировать его. Конюх, конюшня, регистрация транспорта. Называю его и двигаюсь дальше по квестам. Немного о прокачке скиллов. На начальном этапе у коней или лошадей, как правило, не изученный навык. Вы можете навести на навык, прочитать, что необходимо для его изучения. Данный навык рывок не имеет никаких особенностей для изучения. Просто вперед F. Вылазит мини-игра, в которой вам нужно отреагировать. Еще раз. Тем самым мы прокачиваем данный навык у коня. Вперед F, мини-игра, вниз, 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 вверх, вверх, вверх. Привет.
Окей, ништяк. Кормлю питомцев. Накормить всех. Выбираем ингредиент, нажимаем ОК. Привет. Понял. Договорились. Есть. Не. Угу. Чпоньк. Не хочу. Здравствуй. Если ваш конь находится где-то далеко, прожав правой кнопкой мышки, вы можете посмотреть, где он находится. В том случае, если недалеко находится, нажмите левой кнопкой мышки, тогда ваш персонаж его подсвистит. Для того, чтобы не возвращаться за своим конем, подходим к конюху, конюшня, найти и вернуть. Конь находится в этой конюшне. Взять транспорт, восстановить, тем самым мы ему восстановили силы. Shift вперед ускоряет вашего коня. Оставляйте всегда вашего коня в безопасном месте, там, где нет мобов. И в том случае, если его убьют, подойдите также к ближайшему конюху, найти и вернуть, восстановить. Уф, какая. С вами был Доктор Доза, увидимся в следующих гайдах и на стримах. Всем пока!